Здравствуйте, друзья! Некоторое время назад я делал видео, в котором показывал, как устроен мой центр управления умным домом и, среди прочего, рассказывал о организации бесперебойного питания. Все критически важные устройства имеют двойное резервирование. Сначала обычный компьютерный APS-650 и затем несколько бесперебойников постоянного тока, распределенные по устройствам. В этом видео я расскажу о своей модернизации бесперебойника APS-650, которая позволила мне добавить его в Home Assistant и получать точные данные о времени и количестве отданной энергии. В описании под видео вы найдете ссылки на все упоминаемые мной видео. Если мои видео вам нравятся и помогают в освоении сложной темы умного дома, прошу вас поставить лайк и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Как я и сказал, у меня используется простой компьютерный APS-650. У него нет никаких своих интерфейсов, соответственно, штатными методами от него ничего получить нельзя. Покупать ради этого другой бесперебойник я не хотел, поэтому и возникла идея модернизации. Во-первых, мне нужно было отслеживать момент отключения бесперебойника. При моей реализации после этого в действие вступает второй контур резервного питания. Без него, кстати, вся эта идея была бы попросту бесполезна. Решением для этого является датчик наличия электричества на базе электромагнитного реле. Я посвящал этому вопросу отдельное видео, и в нем я упоминал, что планирую изготовить еще несколько датчиков, имея в виду как раз контроль источников бесперебойного питания. Первый датчик, который я показал в том видео, мониторит наличие питания в электросети, второй я сделал для подключения к УПС. Кроме времени работы, я хотел понимать параметры потребления подключенной нагрузки и самого бесперебойника и иметь возможность получать значение отданной энергии. Для входа все решается просто – ZigBee розеткой NAS VR01B, в которую включен УПС. Для выходного контроля я остановился на ZigBee реле с энергомониторингом от MATC, которое я встроил внутрь корпуса бесперебойника. Ссылки на все устройства и обзоры по теме вы найдете в описании под видео. Ну и заодно решил добавить такой индикатор разряда на 12 вольт. Он рассчитан на батарею 4S литий-железофосфатных аккумуляторов. На логику проекта он никак не влияет, исключительно визуальный контроль. По большому счету решил его использовать только потому, что он у меня был. Перейдем от идеи к ее реализации. Для этого бесперебойник был снят со своего места, благо второй защитный контур обеспечил питание всем устройствам, а благодаря разъемам формата IEC я просто воткнул сетевой кабель от UPS в разъем мама от удлинителя Orica, который обычно подключается к выходным портам бесперебойника. Корпус разбирается легко, для этого нужно открутить 4 самореза и первым делом нужно отключить и снять аккумулятор, так работать будет и легче, и безопаснее. Этот бесперебойник уже подвергался легкой модернизации, в частности штатный аккумулятор на 7 Ах был заменен на более емкий 9 Ах. Правда, со времени установки он уже успел отработать не менее 150 циклов полной разрядки, а может и больше, что для свинцовых аккумуляторов достаточно много. Еще одно изменение в рамках первой легкой модернизации было отключение бипера, который находился в левом верхнем углу, разметка под него видна на плате. Его постоянный писк раздражал, смысла в нем я не видел совершенно. Начнем с самого простого – установки индикатора заряда. Для этого в передней части корпуса было просверлено небольшое отверстие для его проводов, а сам индикатор закреплен при помощи кусочка двустороннего скотча. А внутри корпуса я их припаял к толстым проводам, которые подключаются к аккумулятору. Для этого с них был снят небольшой фрагмент изоляции. Длина позволила ничего не потерять в удобстве. Снова приношу свои извинения за использование черной изоленты вместо канонической синей. Теперь займемся реле. Места внутри корпуса оказалось достаточно для его размещения. Крепится оно к верхней крышке при помощи все того же двустороннего скотча. Я запасся большим количеством наклеек разной формы и размера, держит отлично. Вот так реле выглядит в рабочем положении. Оно уже закреплено и держится очень крепко. 3М скотч не подвел и в этот раз. Ссылку на проверенные наклейки оставлю в описании под видео. Выходные розетки бесперебойника соединены одной общей шиной, к которой подключена связанная с входным разъемом заземление, его я трогать не буду, и два провода, коричневый фаза, синий 0. Отпаиваю их от выхода, они предварительно должны пройти через ZigBee реле с энергомониторингом. Подключаю к входным контактам реле. По длине подошло все отлично, а фильтр, который находится под термоусадкой, плотно зашел между реле и стенкой корпуса, ничего не будет висеть и болтаться. Осталось соединить выход реле с розетками бесперебойника и аппаратная модернизация готова. Провода я взял с запасом, чтобы удобнее было работать с разобранным корпусом. При его сборке все отлично помещается внутри.
Холодный запуск от аккумулятора, последний тест перед сборкой корпуса. Все работает так, как ожидается. Единственное неудобство это то, что для пересопряжения реле придется разбирать корпус. Правда, это довольно редкая процедура. Бесперебойник установлен на место, пора приступать к логической части интеграции устройства в Home Assistant. Кстати, кому интересно, индикатор заряда светит около 15 секунд после нажатия на кнопку, потом гаснет. Итак, в Home Assistant после моей доработки добавилось несколько устройств. Во-первых, это датчик наличия электричества. Когда питание есть, он закрыт. Для бинарного сенсора, которым он является в системе, это статус «выключено». А когда нет, открыт, соответственно, включено. Подробнее о датчике электричества, а также о логике его работы в Home Assistant в моем обзоре, ссылка в описании. Это розетка на входе бесперебойника. На ней установлен режим памяти состояния «всегда включаться после восстановления питания». Она передает значение мгновенной мощности, силы тока, напряжения в сети и количества потребленной энергии. А это реле, которое я встроил внутрь корпуса. Выглядит совершенно точно так же, даже определяется как розетка. Такой же режим памяти состояния «всегда включаться» и те же параметры энергомониторинга. При написании логики, как обычно, я реализовал все в виде одного пакеджа, ссылку на текстовый вариант вы найдете в описании. Я решал сразу две задачи. Это штатная работа в случае реального отключения электричества и тестовый прогон для определения состояния аккумулятора. В качестве результата мне необходимо знать время автономной работы и количество фактически отданной энергии. Теперь подробно пройдемся по всему файлу. Рекордер, который отвечает за базу данных, у меня настроен так, что объекты, которые должны храниться в базе, нужно указывать явным образом. Все, что не указано, не пишется. И в начале каждого рабочего пакеджа, если там есть то, что должно попадать в базу, начинается с перечисления этих объектов. Тут это сенсоры мощности и напряжения для входа и выхода бесперебойника и еще один расчетный сенсор, который я скоро покажу. Следующий блок это кастомизация, отображение названия объекта в интерфейсе. Это можно настроить и в интерфейсе, входя в настройки каждого из объектов. Мне удобнее сделать это в файле, чем кликать по всем объектам, тем более с моей двухсерверной конфигурацией, где все пришлось бы повторять дважды. А так, копирование одного пакеджа и все. Далее я создаю два объекта ввода даты времени, которые тоже можно создать в интерфейсе, но для удобства и легкого переноса на второй сервер я делаю их кодом. Эти объекты нужны для тестового режима прогона аккумулятора и работают по логике, подобной показанной мной в видео про датчик электричества. Подробнее расскажу чуть далее. Следующий блок состоит из двух объектов интеграции MQTT. Это бинарный и обычный сенсор, а также одного объекта шаблонов, переключателя. Бинарный сенсор и Template Switch работают в одной связке. Обычный MQTT сенсор работает очень просто. Он отображает содержимое топика, который указывается при его создании. А вот в топик можно писать то, что вам нужно. В данном случае туда будет сохраняться количество отданной бесперебойником энергии. Бинарный сенсор работает примерно так же, только он может иметь всего два состояния – включено или выключено. Каждому из них соответствует какое-то состояние MQTT топика, в который он смотрит. Тут ничего не указано, поэтому будут работать значения on или off. А это связанный с ним Template Switch. Это виртуальный переключатель. Он нужен для запуска тестового режима прогона аккумулятора. На конфигурации с одним сервером управления вместо бинарного сенсора и этого Switch можно использовать input boolean, и это будет удобнее. В моем случае мне еще нужно синхронизировать запуск теста на двух серверах, и для этого я использую Mosquito Broker в режиме моста. Как это работает, можно посмотреть в моем видео, ссылка в описании. Если вкратце, все данные в топиках MQTT синхронизируются практически в режиме реального времени. Согласно шаблону, состояние переключателя аналогично состоянию бинарного сенсора, который, как мы помним, смотрит в MQTT топик. А при действиях включить и выключить в этот самый топик и пишутся значения on и off, меняя состояние бинарного сенсора и, соответственно, переключателя. И последняя перед автоматизациями интеграция – Template, в актуальном для Home Assistant формате. Ранее она использовалась для сенсоров и бинарных сенсоров в виде платформы. Первым в ней идет сенсор шаблонов, который считает разницу между мощностью на входе и выходе бесперебойника, получая тем самым его собственное потребление. Это тот самый пятый сенсор из раздела Recorder. Далее идет бинарный сенсор, он может иметь только состояние включено или выключено.
Он нужен для запуска подсчета отданной энергии бесперебойником и активируется при выполнении любого из двух условий: включение сенсора электричества, урок про который вы найдете в описании, или включение тестового прогона, за который отвечает только что рассмотренный нами виртуальный переключатель. Теперь поговорим об автоматизациях. Первая – страховочная. Она нужна для включения розетки на входе бесперебойника при случайном отключении. Был у меня уже такой случай, когда что-то подключал и задел ее кнопку, пока УПС не разрядился, не заметил. Работает она по триггеру, переход switch в состоянии OFF. Проверяется два условия. Включен ли режим управления на этом сервере – это снова особенность моей двухсерверной конфигурации. Подробнее взаимодействие серверов смотрите в моем видео, ссылка в описании. Второе условие – режим тестирования. Он должен быть выключен, иначе автоматизация не сработает. Далее идет пара автоматизаций, ответственных за подсчет отданной бесперебойником энергии. Первая срабатывает при включении рассмотренного нами бинарного сенсора, который реагирует либо на отключение электричества, либо на запуск тестирования. Условие тут одно – активный режим управления, а действие – запись в MQTT топик, в который смотрит созданный чуть ранее сенсор энергии, начального нулевого значения. Следующая автоматизация срабатывает каждые 30 секунд при условии, что на сервере активен режим управления, включен бинарник отключения электричества и на выходе бесперебойника есть питание. В действии запись тот же MQTT топик шаблона, в котором к значению MQTT сенсора, которое началось с нуля, прибавляется значение мощности с выхода бесперебойника, деленное на 120. Делить на 120 нужно, чтобы получить из ватт ватт-часы, так как в часе 120 30-секундных интервалов. Если снимать показания раз в минуту, то делить нужно на 60, а раз в 10 секунд на 600. Таким образом, каждые 30 секунд к значению, сохраненному в топике, будет добавляться новое. В конце шаблона стоит округление до 5-го знака после запятой. Можно откорректировать в большую или меньшую сторону. Если во время этого подсчета управление перейдет с одного сервера на другой, он просто продолжит расчет, так как данные в MQTT топиках синхронны. Следующая автоматизация предназначена для уведомления при реальном отключении электрики. Она довольно объемная, поэтому я разделил ее на 3 слайда. Тут есть два триггера, сработает она при активации любого из них. Первый – это отключение сенсора электричества на выходе бесперебойника, когда он отключился до того, как восстановилось питание. И второй – восстановление питания для тех случаев, когда бесперебойник пережил отключение. Условия тут тоже два – режим управления и отключенный режим прогона. Далее идет раздел действий, и тут использован селектор условий. Первый вариант сработает, когда будут включены оба сенсора электрики, и общее питание, и на выходе бесперебойника. Это значит, что он разрядился и отключился. В этом случае в соответствующую телеграм-группу будет отправлено сообщение, что УПС отключился. В следующей строке время отключения. Далее от текущего времени отнимается время отключения электричества, которое фиксируется при сработке сенсора электрики. Об этом я рассказывал в обзоре про него. Таким образом определяется время работы УПС. Следующей строкой идет значение MQTT сенсора, в который каждые 30 секунд писалась потребляемая мощность. Второй вариант, когда питание восстановилось и оба сенсора электрики и общий выключены, то есть бесперебойник выдержал и не отключился. Сообщение формируется аналогичным образом, кроме первой информационной строки. После восстановления питания при уже отключенном бесперебойнике эта автоматизация ничего не отправит, так как питание на сенсоре выхода восстановится только через несколько секунд, и в момент сработки общего сенсора электрики он будет еще активен, будет только уведомление от автоматизации, следящей за питанием в электросети. Следующий блок предназначен для тестового прогона аккумулятора. Тут два триггера – включение или выключение виртуального переключателя, который я создал на основе MQTT бинарного сенсора. При выборе input булиана тут будет он. Условий тут нет, автоматизация сработает на обоих серверах управления, и основном, и резервном. Это нужно для фиксации одного и того же времени. Тут также используется селектор условий. Первое сработает при включении тестового режима. В этом случае в первое поле даты времени, которое я объявил ранее в этом же пакетже, запишется текущее время. Это будет начало теста, и отключится розетка на входе УПС. Автоматизация автовключения не сработает, так как будет активен режим тестирования. Второе условие при выключении режима тестирования пишет текущее время во второе поле даты времени и включает розетку на входе обратно. Далее автоматизация прекращения тестирования.
Она сработает либо в случае, когда аккумулятор полностью разрядится, либо если во время тестирования реально отключат электричество. Условия тут два – активный режим управления на сервере и, соответственно, активный режим тестирования. В этом случае виртуальный переключатель выключается и предыдущая автоматизация пишет время завершения теста и включает розетку обратно. И последняя автоматизация этого пакеджа – уведомление о тестировании. Тут два триггера – включение или выключение режима тестирования и два условия – режим управления и наличие электрики. Второе нужно, чтобы в случае, когда во время теста отключили электричество, не приходило некорректное уведомление, ведь тест по факту не завершился. Тут также использован селектор условий. Первое запускается при включении тестирования, шлется соответствующее уведомление о времени старта прогона аккумулятора. Второе – при завершении тестирования, и тут отправляется уведомление о результате тестирования. Оно похоже на уже рассмотренное нами, за тем исключением, что в строку с данными о количестве отданной энергии я добавил и примерное значение в процентах от номинальной емкости. В данном случае 12 вольт умножить на 9 ампер-часов – 108 ампер-часов. В принципе, его можно добавить и в ранее рассмотренную автоматизацию, посмотрим со временем. В интерфейсе я сделал отдельную страницу и оформил ее так. Первые две строки – это вход и выход бесперебойника, мощность, напряжение и потребленная энергия. Далее – состояние общего сенсора электричества и сенсора на выходе бесперебойника. Он, в отличие от данных с реле, обновится в случае отключения моментально. Далее кнопка запуска теста и данные о собственном потреблении бесперебойника. При заряженном аккумуляторе оно составляет около 10 Вт. Затем два поля ввода-вывода, в которых сохраняется время старта и остановки прогона аккумулятора и сенсор отданной им энергии. Справа графики мощности, вход-выход и потребление бесперебойника. Нажимаю кнопку запуска теста, она становится красной, также красным отобразилась отключенная розетка на входе. В поле начала тестирования записалось время старта, сенсор энергии обнулился и в него прилетело первое значение – мощность, деленная на 120. Тестирование длится уже около 40 минут, отдано почти 34 Вт-часа энергии. Может, действительно стоит немного снизить количество знаков после запятой. Питание на бесперебойнике еще есть, так как сенсор гарантированного питания еще замкнут. На графике справа видно, что мощность входной розетки нулевая. Вот индикатор разряда примерно в то же самое время, можно при желании проверить вручную. Как получать данные в систему, я пока не придумал. Бесперебойник отключился, и по сенсору электричества на его выходе отработала автоматизация прекращения тестирования, в результате чего розетка на входе снова включилась. Все полностью в автоматическом режиме. Собственное потребление бесперебойника выросло до 23 Вт, так как заряжается аккумулятор. Вот так выглядят сообщения в Telegram. Первое о запуске прогона, второе о завершении, где есть время его работы, количество отданной энергии и значение в процентах от номинальной емкости в 108 Вт-часов. Конечно, 100% не будет никогда, часть уйдет в работу электроники и инвертора бесперебойника, но менее 36% уже явно мало и требует дальнейшей модернизации в сторону увеличения автономной работы. Через некоторое время справа на графике виден провал мощности входной розетки при тестировании и некоторое повышение после него. С учетом обычного потребления бесперебойника примерно в 10 Вт, значение в 22 Вт говорит о том, что ток заряда примерно 1 ампер, что дает те самые 12 Вт разницы. С учетом того, что аккумулятор отдал около 36 Вт-часов, он полностью зарядится часа за 3, чуть больше. Это на следующий день. Аккумулятор давно зарядился, потребление бесперебойника выровнялось до стандартных 10 Вт. На графиках справа виден небольшой провал потребления внешней розетки. Это я случайно задел ее кнопку, когда подключал для теста одноплатник. Автоматизация отработала корректно, включив ее через 5 секунд. Следующая модернизация бесперебойника будет касаться замены аккумулятора на более емкий. Если вам интересно увидеть, что у меня выйдет, пишите в комментариях. Даже дам небольшой спойлер, аккумулятор будет не просто более емкий, но будет использоваться другой тип, рассчитанный на гораздо больший ресурс по циклам заряда-разряда. Сами аккумуляторы у меня уже есть, я даже провел некоторые подготовительные работы. Но еще кое-чего не хватает, приходится ждать, хотя руки чешутся. В общем, если интересно, пишите. На этом все. Надеюсь, что видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки. Это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал.
В описании под видео, кроме ссылок на устройство, текстовое описание и другие обзоры, упомянутые и соответствующие этой теме, вы также найдете мой телеграм-канал и группу для общения по вопросам умного дома, разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира!